Всем здорово, народ. Сейчас краткое резюме по видосу, что будет происходить дальше. Значит, есть катка за мартретку с лесным веником пятеркой. В общем, сложный лайн такая интересная. Есть на что посмотреть. И с другой стороны есть 10к игрок, пока еще 10к, который будет комментировать нам все происходящее. Укажет на ошибки, скажет, какие положительные моменты были произведены и так далее. Может, какие-то фишки нам расскажет. Поэтому всем приятного просмотра, больше не затягиваю. Погнали смотреть видос. Ну, а вот рассказать, то, что игра началась с того, что у вас лесной виномансер, и ладно бы это был какой-то руинер, там, блядь, рандом, да, но это же твой тиммейт, блядь, в пате. Я его не контролирую, понимаешь? Стратегии с хай этих пабов перекочевали на лоу ранг, и это печально бывает иногда. Ну, смотри, вообще ШД четверка, он пошел ко мне на лайн изначально. То есть он вроде бы стайдом должен стоять, но он тэпку на мне на топ нажал. И я стоял сначала с ШД. Изначально было 2 на 2, но потом, конечно же, Сларк с Леоном тайдуху поднапрягли снизу, и началась суета. Начнем с того, что это хуёвый закуп, потому что... у тебя все-таки появился, да, саппортик с 3 тангами. То есть у вас 3 танга, ты должен сейчас купить танго, принести себе, чтобы у тебя были ресы. Есть. План был. Ну, план на лейнинг тут такой, что надо размениваться с пуджом, потому что у него 2 армора. Ну, что-то уже вас напрягли. Давай поставим от твоей. А то, что у него 96 урона стычки. И чё? Что дальше? Ну, она сейчас 80. Скоро будет 96. Танго не летит. Ебало пробитое. Как вообще к Пашке относишься? Пашке? Да, к Пашке. А как тебе додж? Синема? Синема? Ага. Охуенный додж. Только Пашка-герой. То есть неплохой, метовый, все такое, но не имба. Нормально все-таки. Свой пик заходит. Отлично. Аспектно взяли левый. На самом деле это сомнительное решение в этой игре. Потому что брать левый аспект, ну вот этот на критс атак, немного хуйня. Лучше взять на блюр, потому что в игре ты сможешь отпушивать пачки смело, в тебя не смогут из No Vision кинуть, допустим, либо Хекс, либо, ну вот, Леон тебя не сможет застанить, и Рики прыгнуть. Мне кажется, тут блюр оправдан. Ты потеряешь немного ДПС, но зато более сейвово. Паренек твой потерял позиционочку и был отъебан. Тем временем крипы не добиваются. Ну, типа, ну против него нереально, но посмотри на его тычку, посмотри на его тычку. Вот тут спокойно... Синема? Да. Нереальная синема, только сейчас ты должен был выпулить 2 крипа на себя, чтобы их легко добить. Ты постоянно должен отпуливать их. Но сейчас ты их оставил на месте, Пуш просто вышел перед еблом тебе и задонайл одного. Я на очке лютом был, типа. Что вот сейчас кидается кортика и... Кидается, да, бьется, видишь, да, тут уже можно, полуеба у него нормально отлетело. Но я все равно на очке, Бля, вот это кнопки, вот это синема, боже мой. Вот это синема. Ну, мы не обращаем на это внимания, так как мы следим за своей игрой, правильно? Все верно. Чтобы выигрывать. Зарядили стики противников, нормально. Ну, лучше уж крипа добить, чем по-моему, ты зарядом стика. Да, но можно было просто дойти. А вот тут мы не видели, да, вот то, что у нас сверху камеры. А даже если бы увидели, что бы я сделал, он уже вышел из леса. Да, это там правда. некуда было даже блинковать. Опа, камера перевелась на лесного веника. И что-то пошло не так. Ну, это мы ускорим. Нам важен наш герой. Вообще, какой тут план на игру? Полтора скорость надо. Пониже, да. Поймался хук, но Пудж должен умереть. Яжс? Все так. Он умер. О, и умирает Рики. Бей. Можно прыгнуть, ладно, тут. Ну, криповчика бы проебал. Плюс, опять же, не видно ли он. Непонятно, где он. Или видно. Вот он, да. Пожалуйста. Вот видишь? Все чувствую. Тут ТПшечки нет еще, да, вот твоего друга. Это печально. Это очень печально. Вот сейчас супер печально будут дальники умирать, вот эти. Вот у ШД, кстати, есть ТП, он может тебя спасти.
А я, по-моему, войс там Ай-яй-яй. что-то уже прям так, ну, активненько. Да, накидывал. активненько. Ну, накидывать-то можно активно. А Ну то что, потом съесть делать танго, тиммейты- убить Рики нахуй. Ну, его не видно, он спрятался, если что, сейчас. Так, нет, его... Его не видно, ну думаешь, он просто стоит, что ли? Тут я заколил, что у них вар стоит. Потому что он на меня блинканулся на Рике. Я подумал, что он снизу, но он оказался сверху на бок. Печально. Ну, Творский можешь открыть пока. Творсики, не, мы откроем пока вот так. Итого, мы вот имеем так. 17 лас-хитов, да? Нижайший показатель с регоров. Я не виновен, но смотри, наравне с Пуджом. Почти как у инвокера. Я думаю... Не, могло быть лучше, конечно. Могло быть Ага, лучше, но а опять если же, бы я на очке еще играю. ФБ? На очке играю. Смотри, Ой-ой. смотри. Оп, мое, оно только вот... Нет, сильно. это ошибка. Это ошибка Сильно. была. Так у меня ТШД есть с клеткой, которую я слишком поздно нажал. Как бы мог раньше нажать, я бы больше хп себе засейвил. Да. Ну, а можно на хук было не попадаться. Ну, варда Можно. не было, я его не видел. Можно было, да, но вот видишь, чуть-чуть булочки расслабил, и все, сразу хук ебало прилетел. Ну, Катапа слишком вкусно стояла. Повелся на деньги, я подкинул. Там стиков Опять много, пришел не хватило. Леончик. Там по 20 стиков, что у Пужа, что у Рики. Не, ну 6 левел есть, что теперь можно крипчиков эффективно бить быстренько. Ну, вообще паттерн на, Ради этого на палочке, да. мы успех. Бить БФчик. Купить БКБ. И с БКБ ты уже можешь присоединяться, убивать. Когда ты не можешь сам выйти на лайн, ты, очевидно, должен колить саппорта, рядом с тобой постоять, запротектить. Но одного саппорта у нас нет, а другой гуляет по карте. Так что его надо направить, чтобы он тебя слушался. О, как мило. Импакт. Веник помог тебе подбить крипчиков. Тут, всегда Так он мне приятно. заполил фасочку еще. Это самое главное было пустил. Нападение у нас. Там намечается суета, как будто бы, да? Хорошая драка, можно прыгнуть. Не в того, а мы прыгнули. Лучше было бы убить сразу Рики. Ну ладно. Сейчас можно. Если бы я в Рике прыгнул, я колю на инвокера, надеюсь, не догоняю, никто не догоняет. Если бы я в Рике сразу прыгнул, он бы также на бэкстепе ушел бы на моего СФ, допустим, и... Ну, и я бы не смог... В тот момент было такое ощущение, то, что он стоял на месте, очевидно, у него откатывался он. Вообще, какие тайминги БФ у нас идеальные такие? На какой минуте? Ну. Уже иметь, получается, на 12-13? Ну, к 14 минуте это просто средний показатель. Хорошо будет, если ты его собираешь на 13, но сейчас он будет на 16. Вот если ты стоишь средний или высоко, разница небольшая, это будет где-то примерно минуту. Но если ты проебываешь лайн, у тебя тайминг БФ откладывается на 4-5 минут, и это прям критически важно. Так что сильно там потеть ценой, ну, жертвовать чем-то, чтобы на минуту раньше собрать, нет смысла. У тебя все равно, если у тебя быстрый БФ, ты не успеешь еще с пылы даже выкачать. У тебя статов мало будет, левел, наверное, маленький, так что это не важно. Главное не въебать сильно линию, чтобы у тебя БФ был хотя бы до 15. Это Ну, сейчас как будто бы камбэки что намечаются. Не знаю, куда они задавили, еще и не фуллстаком. Да, Просто можно минус нажать пуш. глиф. Он на кулдауне. Видимо, до этого прожали. Так их всего двое. Рики здесь лучше спрятался. Рики вообще. Больше никого нет. Опа, нашли. Нашли. Крыса попалась. Да, Меня еще якорем прибили. очевидно в этой игре понадобится МКБ, чтобы не страдать от тучки. Я бы собрал Можно тут БКБ МКБ. нажать, нет? Ну и что, ты же не будешь всегда БКБ нажимать? Ну, БФчик летит, кстати. Противники подарили, Подошел так что БФ. да, как я говорил, лучше к 15 иметь, мы имеем ровно на 15. Это было в грани от ёба. Грань. Ну что бы я тут делал? Я бы начала с БКБ, очевидно. Яшу тут скипать надо. Вас давят. Сларк хочет спиздиться. Максимально наращивать преимущество. Без БКБ в файте вообще нихуя не сделать. Просто кидается тучка, все тычки проебываются. И собирается Яш у нас. Но это критическое. Если играть против сильных игроков, они тебе просто не дадут дособрать БКБ. Это вот ты еще не собрал Яшу, а еще нужно подожать БКБ, это минут 25, а до 25 вас могут просто
нахуй снести. Так что, Яша, это позор. Я вижу то, что ты в атрибуты вкинул поинт, хотя мог взять блюр хотя бы в один. Я обычно блюр макшу, потому что он дает movement speed. Можно быстрее по карте передвигаться. Но когда тут такая игра, тут бы я, скорее всего, да, тоже брал атрибуты. Тут у нас ТП въебано. Кстати, как оно... Откуда ты его жал? ТП на пачку, чтобы пофармить. Я им говорю все, что у меня ТП нет. Файтиться — это не мой выбор. Я говорю, типа, отойдите, телепорта нет. Ладно, тут логики нет. Так, идет нападение. Ну, там во время файтов было. По файту разделился, я бежал на Сларк, он въебал ульт. Да, Он должен умирать. Прям почухали его. Тайп на Верочку решил забрать его. Ну все, тут добивание. Ну, как будто бы давить надо, я хочу в инвокера побежать. Ну, в инвокера, да, лучше... Синема момент, синема момент, синема момент. У кого дастики? У Керри. Выиграть хочет. Идеальный БКБ. Вот это Кстати, тоже а почему? Почему? На мне сейчас висел этот эффект негативный от бласта, но я мог бить. Был БКБ. Но там же такая тема, что если ты нажимаешь БКБ после бласта, все равно можно бить, да? Да, конечно. Окей. БКБ дает дебаф иммун. Получается, пока ты в БКБ, у тебя, ты... На тебя баф не действует. Вот это, кстати, вообще постоянно происходит. Видел, как сейчас прыгнул? Тупо всегда вот один в один вообще, 0,1 секунда. Вот. Я прыгнул, и он литерально в этот момент стан нажал. Вообще всегда. А вот это вот надо чувствовать. Да, еще хотел сказать, то, что вот про отхил. Но Тайт всегда собирает Владмер, так что проблем с отхилом вообще не должно быть. Ну а если он не будет рядом со мной файтить? Так и что, у них даже нет ни сайленса, ни каких-то вредных, противных спылов, типа там, не знаю, горелки, агра, там, ни сайленсера у них нет. Зачем собирать? Ну, короче, башер, да? Тут башер. Типа. Тут нет, тут МКБ, очевидно. Добрать ДПС, которой вашей команде не хватает. Да, у вас есть второй кор, но второго кора 0 дэмэджа, он вообще не мощный. И умирает тут буквально за кекс Леона. Так что я бы тут собрал МКБ, чтобы в любой момент убить любого героя. Ага. Пожа не было видно, поэтому я так прыгнул. Да, не было видно, но я бы лучше фокусил Леона, потому что он всегда будет мешать. Вот сообразил бы он пораньше, ты бы не убил инвокера и сдох. Тут надо своей команде сказать отойти, покайтить и попытаться выбраться. Нет, поймали. Там, кстати, форсик имеется у... Жаль, форсик сейчас не поможет, потому что ты был в паунсе. Нет, до паунса. Вот когда Леон захексил, если бы форсик меня нажали, по идее... Ну, а зачем надеяться, чтобы тебя в форсик нажали, когда ты можешь просто аккуратно заходить в файт, не заходить под Т2, ждать, чтобы сначала они закоммитились на кого-то, вот кто закоммитился, с тобой зафокусить, ну, если это не... Вообще надо было Леона еще, конечно, да. Ну, Леон тут объективно, когда... Вот есть керри, которые стоят в файте, кликают землю, и как такая вышка просто всех хуярят. А есть Леон, который аналогично, только не наносит дэмэдж, а дает всем просто перманентные станы. Сейчас у него... Ну, правда, он не взял таланты. И, ну, вот, допустим, на 20-м он еще может расстроить свой стан и просто всю команду вашу держать дизейбля. Это, конечно... Надо пресекать. Да, и кстати, хорошая тема, то, что у тебя есть свободный слот, и ты всегда берешь досты. Я так же делаю. Даже на хай-ПТСах многие этим пренебрегают, носят какую-нибудь веточку или еще какую-нибудь хуйню. Когда можно просто купить себе досты за 80 голды и быть всегда готовым бить какого-то саппорта. Да, что ты там говорил? Ну вот, и поэтому как раз-таки. Допустим, у меня появляется слот еще дополнительный, я не могу с собой носить досты. Как будто бы напрашивается, что нужно сделать отдельный слот под Vision, нет? 1000 лет уже, блядь, назад должно было это сделать. Очевидно, когда ты берешь... на супер керри, у которых там 6 слотов, Vision с собой таскать. То есть, по факту, в Uber Гига Лейте, допустим, просто глиммер
спасет любого саппорта от 6-слотового керри, потому что тупо не будет вижена. Да, ну, так и должно быть, потому что, когда ты покупаешь инвиз, ты, очевидно, рассчитываешь, что он тебя будет спасать. Ну и в Уберлайте этим многие пользуются. Собирают себе Сильвер дополнительное. Ну, так делают почти на каждом герое в КПТС паблике. Так, у вас драка. Есть ТП, оно жмется поздно. Хотел щит забрать. Прям Он хотел. он тебе тут совсем не нужен. Ну тут и твоя команда справилась прекрасно без тебя. Под Равагу всех ёбнули. Все так. Прилетел сатаник. Так, закончим разговор про про инвиз. Да, он является имбой. Этим, когда у всех 6 слотов, всем падлу убрать свой БФчик и положить в него досты, это кажется прям трагедией для многих. Но это больно, это не хочется делать. Да. Ну и вот сейчас опять же вот похвалил до этого то, что до досты сносил, но сейчас мы в приоритете почему-то у нас стик за 200 голды, а не полезные досты. А, мы его еще и апнули. Охуеть, блядь. 35-я минута. Да? Ой, блядь. Теперь оправдывает, что достов нет, чтобы не казалось странным. Все, блядь, я типа не так хочу, и должно я не быть. хочу смотреть нахуй на это, пиздец просто. Ой, шизофреник нахуй. Какой нахуй стик на 35-й? Ты его сейчас продашь, вот, положи себе уже, блядь, не знаю, хаммер ебаный. Ну ладно, ради правды тут и не досты, ни стик уже не нужен был. Все равно, да, я продаю стик, и мне летит башер. Ну да. А вот типа есть разница покупать башер, когда у тебя в команде есть стан, или покупать башер, когда у тебя в команде нет станов? Словно если мы говорим, окей, про контроль БКБ понятно, а вот на врыв. На врыв? Вот сейчас у меня нет станов, по сути, кроме Раваги. Ну, как будто другое не нужно, и мы сейчас в этом убедимся. Пока привязан Рики, да, надо его ёбнуть. Он не успел. Прокай башики. Под брейком нам впадло. Почему они не жмут кнопки свои, почему они убегают? Вот я тоже в чат говорю. Типа, что за хуйня происходит? Ну, противники решили просто сдаться. Ладно, тут... Синема? Да. Синема? Актеры. Ну, будем честны, наш герой тут ничего не сделал. Чтобы актеры. Да. Просто как по команде, чела убрали руки от клавиатуры и сдались. Интересно. Рики почему-то не стилит тучку в тебя никогда. Еще за всю игру он этого ни разу не сделал. А, ебать. Он еще не взял... Да, вот я все думал то, что в шарде кулдаун редакшн, а он на 15-м таланте. Все, теперь все сошлось. Да, у него с талантом получается 8 секунд. Ну, когда у него 8 секунд кулдаун кнопка, на фантомке играть невозможно. Висит на сколько? 80 секунд кдэшится, селится на нас сколько? На 6. На 6. То есть почти перманентно. Так что вместо вот этого позора должен был лежать МКБ, а вместо вот этого... ну, в этой игре с такими игроками уже похуй как будто. Никто не собрал ни кост, ни какую-то защиту. Кстати, Кримсон можно диспелить. Это так. Немногие знают. Типа нуликом? Гаста нету, Леона. Короче, тут башер оправдан. Тут он, ну, нульфайр не нужен был. Вот и закончилась. Каточка. Ну смотри, топ-1 Этвор с нашей темы. Как будто бы успех. Это того стоит, да. На 10-й минуте вы даже не особо теряли за счет Веника, но в игре мы не увидели, чтобы он реализовал силу лесного Веника, а именно выйти под 6-м левелом на линию, убить любого вообще героя на карте. В этой игре можно было еще купить Орчид, чтобы ловить и Рики, и Сларка. На 20-й там было все явно плохо. Вас ебали по карте. А БКБ в то время не было. Оно, как я и сказал, появилось на 25-й где-то с Яшей. Это очень плохо, потому что вот в этот момент, на 20-й минуте, вас могли спокойно нанести. У вас огромнейший Сларк, который может ёбнуть любого героя Сильвер Эйджем. Тайт MVP каточки. Тайт MVP, да. Легенда. Снизу потерпел, пришел и разъебал.
второй властелин отъебал, получается. Не риф, запоминаем никнеймы, добавляемся, Да. друзья. Вот кто-то делает рампейджи, но все подумают, наверное, ой, ебать, фантомка, ебейший, когда молодец, игру сделала. А нет, нет, вот он герой.